Всем привет! И сегодня я хочу поговорить о том виде насилия, о котором не принято говорить в России. И нет, это не насилие в семье, это репродуктивное насилие. Россия – страна, в которой женщины имеют равные права и свободы, закрепленные Конституцией. Об этом нам говорит 2 глава, статья 19. Однако реально работающего механизма, с помощью которого женщины могли бы защищать свои права, практически не существует. Информация, которой я хочу сегодня с вами поделиться, не направлена на угнетение или обвинение государственного аппарата или российских законов. Она скорее несет ознакомительный характер, а выводы мы уже делаем сами. Ведь чем больше мы будем говорить о несправедливости, тем больше шансов быть услышанными. И так как проблема, связанная с репродуктивным насилием, довольно обширная, я планирую снять ряд роликов на эту тему. Не забудь подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. В этом видео мы начнем с небольшой исторической справки, как дела обстояли ранее. Ранее гораздо больше внимания уделялось тому, чтобы женщины выполняли свою репродуктивную функцию, таким образом решая демографическую проблему государства. Выбор материнства не был представлен в нашей культуре как норма. На протяжении последнего столетия методы повышения рождаемости постоянно менялись. Целью данного видео также является показать, что законы, принимаемые правительством, обладают свойством отката, создавая тем самым видимость, что проблема решена и насилие исчерпано. Политика, против которой постоянно борются российские женщины, и феминизм. Рассмотрим исторический контекст этой проблемы. Тезис о естественном предназначении навязывался до XVIII века. Девушкам надлежало либо выходить замуж, либо идти в монастырь. Навязывание идей о неспособности женщин заниматься делами, требующими умственных и волевых усилий, продолжалось вплоть до начала правления Петра I. В XVIII веке популярным становится образ светской женщины, интересующейся литературой и искусством. Однако практика затворчества среди знати была все еще широко распространена среди незамужних девушек, для которых строились специальные здания, где они могли оставаться чистыми и воспитываться быть будущими женами. В XIX веке разгорелась борьба за равноправие женщин. Однако бороться с устоявшимся образом женщины как верной спутницы мужчины было крайне тяжело. Те женщины, которые выходили за привычные рамки семьи, встречали общественное неприятие, а женщины-профессионалы встречались с большим недоверием в кругах интеллигенции. Однако в начале 1860-х годов происходит перелом в осознании общественностью женского вопроса. Появляется массовый интерес к правовому статусу русской женщины, а значит и возможность предоставления им высших прав и избавления от проблемы эмансипации. Женщины борются за свои трудовые права и право на высшее образование. В 1885 году вступили в силу так называемые особые нормы охраны труда женщин, которые запрещали работать роженицам, матерям младенцев, не достигших возраста 4 недель, несовершеннолетним девушкам, а также работать в местах, причиняющих вред женскому организму и связанных в основном с работой с вредными веществами или переносом тяжких грузов. Пожалуй, это можно считать первым законом, сработавшим на интересы и права женщин, женщин-матерей и будущих матерей. В 1917 году РСФСР была одной из первых стран, полностью уравнявших женщин с мужчинами в юридических документах. Означает ли это, что Россия – страна победившего феминизма? Не совсем, ведь осталось еще немало важных вещей, за которые нужно продолжать бороться. В 20-е годы был принят новый брачно-семейный кодекс и разрешены аборты. И вот, внимание, тот самый откат, о котором мы говорили ранее, выдвинутый российскими консерваторами. В 1933 году разводы усложнились, а аборты были запрещены, что привело к увеличению смертности от тайных операций. А к 1940 году от них умерла каждая вторая женщина. Каждая вторая. И тут важно помнить, что даже сегодня идут активные дискуссии о том, считать ли аборт убийством или обычной хирургической процедурой. Мы обсудим это в следующий раз, так как это тоже очень важная и большая тема. Важно помнить, что забирая у женщины практически единственный метод контрацепции, забирается и право выбора, быть или не быть матерью. Только спустя 22 года, в 1955 году, запрет на аборты был снят. Попытки сексуального просвещения начались только в 1980-х годах, относительно недавно, однако контрацепция до сих пор недоступна большинству российских женщин.
Почему? А вы знали, что презерватив был изобретен около 400 лет назад? А то, что в начале 20 века он был импортирован по всей Европе, а то, что в Америке они рекламировались и продавались для предотвращения болезней. В России презервативы рассматривались как способ контроля рождаемости, а значит не импортировались. Так вот, попытки сексуального просвещения 80-х годов ни к чему не привели. Действительно полезные медицинские знания об особенностях женского организма, к сожалению, не доходили до большей части аудитории, а также о методах предотвращения нежелательной беременности информация не распространялась. Ведь у нас нет секса в СССР, крылатая фраза. Фактически единственным эффективным методом контрацепции был аборт. Отказ от совершенствования такой системы был фактически плевком в права и свободы женщин. С 2000-х годов начался важный этап онлайн-активности, появились блоги и сообщества. Печально, что именно через блоги и сообщества осуществлялось сексуальное воспитание, которое должно осуществляться в идеале, конечно же, через родителей или школы, как должно быть. Блоги также послужили созданию многих женских сообществ, в том числе феминистских. Таким образом, женщины получили право голоса перед государством. Нетрудно догадаться, что за этим последовал очередной откат. В 2015 году министр здравоохранения подписал соглашение о сотрудничестве с Русской Православной Церковью по сокращению количества абортов. После чего в рамках проекта «Подари жизнь» в регионах страны вводится временный мораторий на аборты. Женщины, решившие сделать аборт, направлялись к священникам и главам муниципальных образований. Лекции по контрацепции были запрещены во всех школах страны, а представители РПЦ были приглашены в Государственную Думу, которая предложила признать право нерожденных детей субъектами, приравняв тем самым аборт к убийствам. К счастью, государство убедило себя не поддерживать радикальные идеи церкви и сохранить женщинам их свободу выбора. Это был последний откат к предыдущему закону об абортах и их допустимости. Счастье материнства очень хрупкая вещь, так как достигается только при готовности быть мамой и при сознательном выборе. Матерям, которые живут за гранью бедности и ненавидящим себя за то, что они не могут обеспечить своего ребенка, это понятие совершенно незнакомо. Что мы имеем? Даже сейчас женщины даже представить себе не могут, что материнство – это добровольный и осознанный выбор, что отсутствие ребенка не делает их ущербными, низшими, плохими. Сознательное материнство и сознательный отказ от материнства равны. Как убедить родственников, друзей, государства быть на нашей стороне, уважать наше право и наш выбор? Как убедить не задавать личные вопросы на вроде «А когда дети? Тебе ведь уже 30». Репродуктивное насилие продолжалось более века, и сказать с уверенностью, что эта проблема решена, нельзя, так как государство активно использует политику отката, о которой мы только что поговорили. При всей свободе слова, при всех равных правах женщин и мужчин никто не может гарантировать, что этот цикл изменений не повторится снова. Это означает, что борьба продолжается, и что мы, будущие мамы и отцы наших детей, будем защищать свободу выбора материнства и отцовства, о котором еще поговорим. Всем спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!